Дорогие скорпионы, сентябрь 2026 года станет для вас точкой невозврата. Плутон делает свой последний шаг, чтобы навсегда закрыть двери в ваше прошлое. А Венера входит в ваш знак, наделяя вас магнетизмом, перед которым невозможно устоять. Готовы ли вы узнать, какой главный выбор предложит вам судьба в этом месяце? Приветствую вас на канале Clear Astrology. И сегодня мы разберем самый детальный прогноз для скорпионов на сентябрь месяц. Мы обсудим, как ретроградный Уран повлияет на ваши финансы и почему вторая половина месяца станет идеальным временем для прорыва в карьере и любви. Присаживайтесь поудобней. Мы начинаем погружение в энергию звезд. Месяц сентябрь приготовил для вас настоящий подарок. 10 сентября планета Венера официально заходит в гости к Скорпионам. Когда планета малого счастья занимает ваш первый дом, наступает время обновления. От вашего гардероба до вашего самоощущения. Что именно принесет вам этот транзит в ближайшие недели? Повышается ваша привлекательность и уверенность в себе. Вам захочется менять внешность, стиль, образ. В это время вам будет легче знакомиться и получать внимание. Может появиться желание тратить деньги на себя и приятные вещи. Отношения становятся более мягкими и гармоничными. Венера в вашем знаке усиливает именно личную тему. Вы становитесь заметнее для окружающих, а вопросы любви и самооценки выходят на первый план. В этот же день 10 сентября планета Меркурий переходит в знак Весы и активирует ваш 12-й дом, дом тайн, дом уединения. И это про мысли, разговоры и решения, которые не всегда хочется выносить наружу. Возможно, много размышлений о прошлом, отношения и скрытые мотивы, желание побыть в тишине и разобраться в себе. Также возможно возвращение к разговору или ситуации, которую вы когда-то не завершили. Но зато у вас могут быть интуитивные озарения, и сильные предчувствия, сны. Меркурий в весах стремится найти баланс, поэтому в 12 доме может идти внутренний диалог. Еще одно важное событие 10 сентября. Планета Уран становится ретроградным в вашем 8 доме. Активирует тему финансов, трансформации. Здесь акцент уже на деньгах, общих ресурсах, интимности, доверии и глубоких эмоциональных привязанностях. Ретроградный Уран может вернуть старую тему для пересмотра. Общие деньги, долги, кредит, налоги, финансовая зависимость от другого человека. Сюда же относятся вопросы доверия в отношениях, сильная эмоциональная или интимная привязанность. У вас может появиться страх потери контроля. Причем Уран редко действует предсказуемо. Его задача — освободить от того, что стало слишком зависимым, ограничивающим или неестественным. Ретроградность делает этот процесс более внутренним. Сначала меняется твое отношение к ситуации, а уже потом могут последовать внешние события. Причем Уран редко действует предсказуемо. Особенность Урана — он любит нас всех удивлять, шокировать. Но также его задача — освободить от того, что стало слишком зависимым, ограничивающим или неестественным. Ретроградность делает этот процесс более внутренним. Сначала меняется твое отношение к ситуации, а уже потом могут последовать внешние события. Венера в первом доме дает вам чувство «я хочу нравиться, жить для себя, чувствовать свою ценность». А Меркурий в 12 доме говорит вам, предлагает, мне нужно разобраться в том, что я чувствую и что осталось невысказано. А Уран в 8 доме, я больше не хочу зависеть от старых эмоциональных финансовых сценариев. 11 сентября у нас происходит новолуние в Деве, в вашем 11 доме. И это уже очень интересный момент, потому что 11-й дом связан с будущим, с целями, друзьями, окружением, полезными связями и исполнением желаний. Новолуние здесь открывает новый цикл, примерно на несколько месяцев.
И это будут затрагиваться темы нового окружения, знакомства с людьми, которые окажутся важными. У вас могут появиться новые полезные связи, сотрудничество или предложения через знакомых, появление новой цели или понимания, куда двигаться дальше. Постепенно будет формироваться план на будущее. Также может появиться новый проект через интернет, сообщество или коллектив. Новолуние в Деве — это не столько про внезапную мечту, сколько про конкретный план. Что именно нужно сделать? Кого подключить? Какие шаги предпринять? Главный совет — загадайте желание, связанное с большой целью или мечтой. Обратите внимание на новых людей. Среди них может оказаться полезный или важный человек. Не бойтесь просить о помощи, знакомиться и расширять круг общения. Это хорошее время для запуска проекта через интернет, соцсети или сообщества. Также совет Скорпиону — не держаться за дружбу или компанию только из привычки. Если люди больше не поддерживают ваш рост, отпустите их. Выбирайте окружение, рядом с которым вы становитесь сильнее и уверенней, а не меньше себя. Главное намерение этого новолуния — я создаю будущее, которое действительно соответствует моим. Вы можете главное намерение этого новолуния — я создаю будущее, которое действительно соответствует моим целям и впускаю в свою жизнь правильных людей. 14 сентября черная луна переходит в знак Козерога, переходит в ваш третий дом. И для Скорпиона это период, когда стоит особенно внимательно относиться к словам, общению, документам, родственникам и повседневным поездкам. Главный совет — не говорить на эмоциях то, о чем потом можно пожалеть. Не вступать в ненужные споры и борьбу за последнее слово. Проверяйте документы. Не позволяйте чужим словам манипулировать вами. Обратите внимание на повторяющиеся негативные мысли. Они могут показывать внутреннюю установку, которую пора поменять. Главный урок — твои слова имеют силу. Используй их осознанно. 18 сентября Хирон возвращается в знак Овен, ваш шестой дом. И для скорпионов это возвращает внимание к теме работы, ежедневной рутины, обязанностей. Главный совет — не пытаться постоянно доказывать свою ценность через работу. Пересмотрите привычку брать на себя слишком много. Наведите порядок в ежедневном графике. Если какая-то рабочая ситуация, попробуйте понять, чему она тебя учит. Учитесь говорить «нет», когда требования других переходят ваши границы. Создавайте такой распорядок, в котором есть место не только обязанностям, но и тебе самой. Главная тема Хирона здесь — не нужно заслуживать права отдыхать, ошибаться или заботиться о себе. 23 сентября у нас происходит осеннее равноденствие. Солнце переходит в знак Весы, переходит в ваш 12-й дом. Для скорпионов это время замедления, внутренней настройки и завершения старых циклов. Дайте себе больше времени на отдых и восстановление. Слушайте интуицию. Сейчас внутренние ощущения могут быть сильнее логики. Закройте старые дела, отпустите эмоциональный груз и то, что больше не служит вам. Хорошее время для самоанализа, терапии, духовных практик. Не обязательно все рассказывать о своих планах. Некоторые процессы лучше развиваются в тишине. Также обращайте внимание на сны и повторяющиеся мысли. 26 сентября у нас происходит полнолуние в Овне, в шестом доме. Это полнолуние активируется ваш шестой дом. Это полнолуние подсвечивает темы работы, здоровья, привычек, ежедневного образа жизни. Главный совет — найти баланс между обязанностями и заботой о себе. Завершить проект, рабочий этап или привычку, которая больше не подходит. Не перегружайте себя и не пытайтесь все контролировать.
Это хороший момент начать новый режим, спорт, питание, организация дня. Если на работе накопились напряжения, честно обозначьте свои границы. Главный вопрос этого полнолуния — моя ежедневная жизнь поддерживает меня или истощает? 28 сентября планета Марс переходит в знак Льва, переходит в ваш 10-й дом. И для Скорпиона это сильный период для карьеры, целей и личных амбиций. Главный совет — показать свои способности. Сейчас не время прятаться в тени. Смело двигайтесь к профессиональным целям и заявляйте о своих желаниях. Берите инициативу в свои руки. Не избегайте борьбы за власть. Хороший момент для продвижения, публичности, важных разговоров с начальством и запуска проекта. Используйте энергию Марса для действий, а не для конфликтов. Позвольте себе быть замеченными. Твои усилия могут получить признание. 30 сентября планета Меркурий переходит в Скорпион. И это время, когда усиливается мышление, общение, самовыражение и ваше личное влияние. Главный совет Скорпиону — говорить прямо и уверенно. Ваши слова могут иметь сильное воздействие на других. Используйте свою проницательность. Это хороший период для анализа, исследований и поиска скрытой информации. Доверяйте своей интуиции, но не позволяйте подозрениям управлять решением. Избегайте резких слов и желания вывести все наружу только ради победы в споре. Это хорошее время для важных разговоров, переговоров, обучения, написания планов. Дорогие скорпионы, пусть этот месяц принесет вам ясность, уверенность и смелость создавать будущее, которого вы действительно хотите. Пусть в вашу жизнь приходят правильные люди, поддержка и полезные связи. Подписывайтесь для новых астрологических прогнозов и вдохновения. Пишите в комментариях, как проигрывается у вас сентябрь. До новых встреч. Всего доброго.